Ребята, всем привет! Ну что, еще один прекрасный день, дорогие мои. Еще один прекрасный день. Мы, короче, уже продолжаем гулять по Кремлю. Ну, как по Кремлю, у Кремля, скажем так. А сейчас идем прям в сам Кремль, в Кремлевский дворец на концерт. Поздоровайся. Скажи, вы почему не посмотрели первое видео? Посмотрите, поставьте его лайки, а потом переходите к этому видео, смотрите, да? Да. Все. Чудесного вам денечка, всего вам самого-самого хорошего. Народу много, пятница, вечер. Миллион. Я сейчас только что просто, пока Виталий стоял, я пошел к елке, где панда. И к елке, где дракон на елке. Там столько народу, ребята, я думал, я там это. Да, там очень много народу. Почувствовал себя реально как полностью китайский подходил туда в первом видео, поэтому, если вы не смотрели, правда, перейдите, там посмотрите. Больше народу, чем было в первом видео. А, да? Гораздо больше. Ну все, значит, мы сюда обязательно вырвемся погулять именно на китайский Новый год. День. Да, но если Костя не вырвется, я сам поеду с вами, и мы посмотрим. А он пускай тоже мое видео смотрит, тоже лайкает, пишет комментарий. Лайкаю, смотрю и пишу. Ой, не обманывай, не обманывай. А то чирь вот такой выскочит на языке за вранье. Ой, ладно, идем, короче, в Кремль. Костя первый раз там, я там был уже много. Костя первый раз идет. Что говорят? Переводите там, пишите в комментариях. Китайцы, Костя, китайцы. Короче, ладно, идем. Там сейчас осмотр. Отреставрированный? Он сказал, да. О, ничего себе, там зал, оказывается, в Кремлевском дворце отреставрирован. Костя сейчас рассказывает. А я не был после реставрации. В общем, на кого мы идем-то? На Еву Польна. Да какой Еву? В марте месяце 2 дня. А сейчас идем на Дмитрия Маликова. Я на самом деле, знаете, в первую очередь люблю... Да завтра, татара. Вот, я его люблю не как эстрадного исполнителя, а именно как музыкант и композитор. Мне больше нравятся его инструментальные концерты. Это, наверное, второй такой эстрадный, на который я иду. Последний раз я был лет... В Крокусе ты был тогда, когда я тебя забирал, да? Да. Я ни разу не был назад. у него на эстрадном концерте, но я пошел просто, как сказать, за компанию. А Костя очень сильно хотел побывать в Кремлевском дворце. Вот, собственно, основная причина, почему мы туда идем. Но и так получилось, что на этот концерт уже, оказывается, купили билеты Маша и ее мама. Да. И Костя говорит, а почему мы не Не можем... Виталика Маша, моя Маша, которая... Там у нас 2 Маши на канале. Надо их как-то разделять. Ну да. А, кстати, вы знали, что о том, что у Маши, у моей Маши, у нее день рождения, они родились с Костей в один день, в одном году. Представляете? Да, прикольно, да? Вот так вот. Они даже не знакомы. Познакомимся на концерте Они Евы. заочно познакомы, скажем так. Ой, господи. Ой, вот все хорошо, вот кроме вот пешком так долго Да щеголять. нет, наоборот, надо больше гулять пешком. Вы говорите, что я нудный, он нудный. Вот просто вот такой. Тебя там почти не видно, кривляешься, там только я желтенький видел. А это крыша Кремлевского дворца, там где люстры горят, да? Да. Вон она, вон там, в уголке. А Вот мы сейчас здесь зайдем. А на Спасскую башню пустят? Ёптить, смотри, сколько там народу. Это все к Дмитрию Юрьевичу? Ой. Дмитрий Юрьевич? Подожди, вход же с этой... Нет, вход с той стороны, или с этой тоже пустили? Блин, надо было раньше приезжать, мне кажется. Ой, ёпрст, начинается. Народ миллион. Короче, мы вошли в другую очередь, с другой стороны, получается, обошли этот мост. И вот сейчас вот здесь вот первая еще проверка, потом вот там вот еще проверка. А он там пытался влезть без очереди, его фанатки Дмитрия Маликова, 80-летний, чуть не отмудохали букетом роз. Это было очень смешно. А мы влезли без очереди в другой стране. Ладно, не ругайтесь. Ну что там, кстати, ночью, знаете, какой по всему весь Александровский сад. Ой, прошли первый блокпост. Костя там все возмущается. Возмущается, просто не тому предела. Он никогда столько, видно, не проходил. Вот, кстати, манеж с этой стороны уже видно. Здесь сейчас основные проверки. А потом еще гардероб, как в лайф-арене очередь, да? Нет, там огромный гардероб. Там очень большой гардероб. Стоим, ждем. А? Я говорю, стоим, ждем. А у меня там посылка из Китая в рюкзаке, они докопаются? Докопаются. Сам даже еще не скрывал ее. Ну, ты нашел, куда пойти. Ты бы еще с собой лобзик бы взял. Все, прошли все проверки, знаете, как в аэропорту. Я вообще в шоке, ребята. Но я-то был к ним готов, я знал, что именно нас ждет. Я нет, я говорю, ладно, если бы еще был концерт, там, ну, кого такого я очень сильно люблю. Ну ладно. Надеюсь, дальше так не будет, я смотрю. Ой, короче, ну прошли. Еще в очереди стоит. А она внизу? Да. Это ж ты так... Чего я? И прошел.
А я еще за ним и думаю, сейчас как пизды получу, потому что, думаю, я там в желтом, меня-то замедлит, а он там просеклял, там, Ну. никто не заметил. Короче, мы идем сейчас по мосту вот здесь, где... А вот очередь, собственно, вот она, смотрите, ребят, вон там. Вот она. Вон, видите, чтобы вы понимали, это идет очередь вот сюда за мост и так далее. А вот эта очередь, где мы вот прошли, она идет вон туда, вообще не пойми куда. Еще раз подошел, чтобы вам показать, какая очередь. Вон туда идет. Это просто огромная. Она просто огромная. Маша меня сегодня с днем рождения поздравляет. Опять? Третий раз. Ты где в итоге? Мы прошли. Маша месяца почему-то путает. Ну, бывает. Может, они в другой стороне стоят? Может быть. Ой, ладно, пойдем, там территорию Кремля чуть, может еще походим. Если там, конечно, не перекрыто, хотя там, наверное, может, перекрыли. Я обычно прихожу в самом начале мероприятия. Тут уже... Владимир Владимирович, нет, кабинет. Тут уже никого нету, уже все прошли, уже все в зале Там сидят. уже артист со сцены прощается уже со всеми в зале, потому что уезжает домой, а он только заходит. Ты не скажи кабинет Владимир Владимирович. Слушай, ну он вообще там, не пойми где. Нашел, куда иди спрашивать его. А если спросить охранник, подскажет? Ага, подскажут тебе. Вот, видите? Раз ворота, два ворота, три ворота. Сколько ворот? Так, не просто так. Мы заходим в Кремль. Все, у меня слетает микрофон. Прикольно, ни разу не было. А вот это вот тут раньше эти были. Охрана сидела. В красных этих пиджаках? Да. Ого. Территория Кремля, вот он, дворец Кремлевский. Прикольно. Такое советское здание. У Кости есть такая, знаете, натура, он идет, фоткается, и резко останавливается и начинает фоткаться. А люди, которые сзади идут, они должны куда-то, знаете, в этот момент отскочить, перепрыгнуть и так далее. Все, нас уже тут выгоняют. Идем, короче. Нельзя тут прогуляться. Погулял? Шаг немножко от этой пешеходной дорожки влево сделал, меня уже с автоматом направляют куда надо. Да, но не с автоматом, я обманываю. Ну ладно, следующий этап это автомат. Сказали, типа, быстро. О, едет Владимир Владимирович. Нет, не он, не он. Ну, это кто-то такой просто. Ну что, везде охрана, что? Я думал, погулять можно будет. Да, ага, Погуляли. погулял ты. Я хоть Спасскую башню, Мы иди с фоткой. Мы только что были там, вот в первом видео, с той стороны Кремля, получается. Загадываем желание. Вот она. Вид с другой стороны вам покажу. Короче, выезжают. Время уже, Костя пошел дальше. Что за человек? Сейчас его там повяжут. Поедет лес валить. Ну, конечно же, здесь меры охраны это совершенно другие, несопоставимые ни с одним концертным залом. Костя чему очень крайне возмущен. Интересно, а если я соберусь наконец-то в музей Московского Кремля, меня тоже под дулом автомата в этот музей будут вести? Конечно. Ну, ты пойдешь по определенной траектории в этот музей. Я думал, я сейчас как сяду, дома погуляю во дворе. Да, мы еще к Владимиру Владимировичу постучишь в двери, да? Владимир Владимирович встречаю где-то на вечерней прогулочке с газетой «Московский комсомолец». Зачем ему газета? Ну, я условно говорю. А тут в итоге шаг, как это, в Северной Корее только, по исключительно направленным Ну, не улицам стыдно идёшь. тебе такие вещи говорить. Ну, я разочарован. Ну, ты это меры, это, безопасность. Все, идем дальше. Он там теперь билет надо приготовить. Сейчас эти будут церберши нас Церберши. мусолить. Вот тут видишь, что старое поколение. А, нет, советские тетечки. Да, у нас, когда в обычно идете, там обычно такие молодежь стоит. Вот тут тетечки исключительно вежливые. Гардероб левая сторона. У нас левая или правая? У нас Нет театр разницы. середина. Пойдем, ладно. А, нет разницы. Нет разницы, идем. Тут тетечки, кстати, исключительно вежливые. Слушай, тут правда сделали модерацию. Раньше тут не было этих. Да. Или они... Слушай, ну, Даже осталось что-то я не еще помню такое про эскалатор. советское наследие, конечно, в Или были? архитектуре. Не помню. Мне кажется, не было эскалаторов. Ну, Дмитрий Юрьевич Маликов сказал, что отреставрированный зал. Нет, Со тут сцены снимал. Тут даже все изменено. Да? Я вот помню здесь, да, и здесь маленький был, еще куртку сдавал. Но здесь раньше все по-другому было, да. Ой, зеркало. Привет! Нет, серьезно, видишь, видимо. Ой, гляньте на него. На самом деле я сделал самый большой Excel, чтобы не было видно, как я разжирел. Праздники, больничные. По больному, что человек вот напоминает? Вот портит настроение сразу.
А? Пойдем к мужику. Или думаешь, к нему лучше не сдавать? Он, наверное, медленно ходит. А не, он двое, они там ходят. Ну, вот видите, тут более такое взрослое поколение достаточно. Но все равно интересно. Все, разделись. Костя там пошел 150 тысяч фотографий делать. Так-сяк. По-простому. Я более в классическом сегодня виде. Ничего, если я костюм, я никак не прикуплю. Тройку? 4. Так, что, мне надо посипать и пойдем наверх. Опять посикать. Надо Машу еще написать, где они. А у них рядом с нами места? Маша меня собиралась каждый день поздравлять, но мы где-то рядышком сидим, да. Так, короче, мы внутри, мы сдали уже куртки. А вы там где? А что они там стоят с вытянутыми руками? Кто? Вон там вот людишки стоят с вытянутыми руками. Они показывают, куда идти. Направление движения. Туалет. Извините. Не, ну ты иди просто внутри. Не, да. Ой, да, тут отреставрировали, тут вообще все было по-другому. Да? Да, были более мрачные тона, сейчас очень много света добавили. Серьезно? Да. Красиво. Нет, красиво. Я даже маме Красиво. Нашел себе местечко я. Та-та-та-та-та-та-та. Ай, ой, как мягко, как хорошо. Слушайте, тут можно и спать лечь на самом деле. Мне кажется, тут кто-то ложился, ну там вот выемка такая, знаете, как будто кто-то спал. Ой, короче, Костя пошел в туалет, а пока посижу, подожду. А тут все фоткаются. Блин, реально красиво стало. Мне кажется, раньше было темнее. Сейчас много света тут добавили, ребят. На улице еще? Все как лестница подходит, да. Смотрите, ну там вот даже для маломобильных граждан сделали специально вот эти вот подъемники. Не, ладно, это того стоило. Вон, видишь? Не раз Да, так и я видел, поднимают. только что поднимали пару в коляске. Но вот сейчас его дальше поднимают. А раньше как было? Раньше не было. То есть только руками поднимать, да? Прикольно. Мне нравится, что очень много зеркал, хороший свет, много можно классных фоток сделать. Я пока в туалет шел, 15 фотографий сделал. Тут знаешь, сколько людей наделали фоток уже? Да. Ладно, что-то пошли в зал, посмотрим, что внутри. Пойдем. Тут явно стало светлее, я тебе серьезно говорю. Раньше так не было. Нет, очень Ладно. классно, мне нравится. Очень светло стало. Ладно. Те Я до этого последний раз был в портере, я в амфитеатре ни разу здесь не был. драконовские досмотры, которые были, эти ужасные очереди, все нормально. Таня Буланова, не хочешь сказать? 15 марта. Это... Она в Кремлевском дворце будет? Ну да. Нему я себе. Это эмо-культура Советского Союза, да? Грустные песенки, там суицидальные настроения. Без обид, но я просто помню все песни, которые были Тани Булановой, мне хотелось броситься с 9 этажа под эти песни. Ну, правда. Всё, Там то, что даже у тебя- песенка была про 9 этаж, но тут сбрасывался у него. То есть, что у тебя был всего двухэтажный дом, да? Одноэтажный. Только с чердака. Ну, с чердака, я имею в виду. Очень классно. И вот эти вот драконовские все досмотры, они были растоплены прекрасными, воспитанными тетечками, билетерами. Еще видно, что они работают в 60-х, так и стоят на дверях. Вот. Очень классно. Добрые тетечки, спасибо вам большое. Всё. Ладно, пойдем. Слушайте, я только сейчас обратил внимание, что здесь разные республики СССР. Указано, да, он там Арарат, да, Костя отправляет как раз таки нашему армянскому другу. Ты же понимаешь, что все выложено мозаикой? Да с ума сойти. Просто. Нет, круто. Пойдем еще пройдемся по холлу. Он не хочешь поиграть? Сейчас как раз на сцену и выкатят к Дмитрию Маликову. Прямо отсюда, да? Он любэ. Причем он 123 февраля поет, вот всегда. Он причем в Крокусе, по-моему. Мне кажется, там было написано 21. Украина, Узбекистан. Мы здесь Мы здесь заходили, мы вниз спускались. Ты чё? Сколькоэтажное это здание? Латвия. Обалдеть. Украина. РСФСР. УЗ СССР. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Эх,
История. Ладно. Я первый раз здесь наверху в амфитеатре, а он балкон, он дальше. Я раньше там вот в портере был. Спрыгнем. Вот здесь вот, кстати, и раньше были, не знаю, как это сейчас изменилось, насколько. Это оркестровая яма там, да? Предусмотрена. Да. Кто людей высадили? Ну, там видно вип портер. Это вип на уровне Ну, подвала. вообще сцена на самом деле еще больше выдвигается сюда. Когда я был на хор турецкого, там была сцена. Ага. То есть вот по эту сторону это была все сцена. По вот это вот? Нет, вместо синего, вот где вот Ну, она трансформируется. ряд, да. Прикольно. А акустика как здесь? Ну, я внизу в портере всегда сидел. Ну, извините. Не могу Мне честно не сказать. по карману портрет. Не знаю, может быть, там сейчас и обзор лучше стал, но хотя не факт. Конечно. Знаешь, вот они места. Хочешь сюда сесть? Проходим? Не, я вот здесь проходил. А Маша где сидит? Ой, мама, так это вот так надо будет смотреть? Почему? У нас будет вот прямо отсюда. Они где-то там подальше, по-моему, от нас, через ряд. Вот отсюда будет прекрасно видно все. Удобно так штатив поставить и снимать. Ничего снимать не будем, потому что не пираты. Стоим тут, ждем начала, ну еще ждем, когда Маша приедет, чтобы хотя бы увидеться. И я что-то размышляю, интересно, почему Ева здесь не дает концерты? А Виталий говорит, что сюда еще не всех пускают. Ну, я думаю, тут есть какая-то цензура в любом случае. Ну, то есть, мне кажется, если здесь кто? У нас какие-нибудь эти иноагенты, если захотят здесь выступать, что им прям скажешь, давай, это, пускай будут поступать, нет? Ну ладно. Надо будет сгонять на кого-нибудь еще из любимых артистов, которые будут выступать в Кремлевском дворце. Надо нам с тобой сходить на хор турецкого. О, я бы сходил на Мне хор кажется, если ты услышишь хор турецкого, ты будешь к ним ходить на каждый концерт. Я где-то их слышал, кстати. Ну так, в рамках какого-то фестиваля они выступали, мне они очень Надо понравились. смотреть на прям полноценный концерт. Я вот последний раз в Кремле здесь был именно на хор турецкого. Знаете, кто к нам подошел? Явился, не сбылился. Это я. Маша, кстати, говорит, что у меня зубы лучше видят, в жизни выглядят. Да, Маша, ты его сейчас рассмотри. Вот так вот под микроскопом. Шикарные. Че, как у тебя дела? У меня хорошо. Как это, как отличница встала такая сейчас. Прекрасно, как всегда. Короче, мы тут немного общаемся. Маша в семейном кругу пришла, там сестра, там мама, ну а я ее выдернул в итоге. Она просто увидела, что Костя в Спанч Бобе, и она решила маму подальше посадить, чтобы я только Костю не видела. Мама уже знает. Я говорю, мама, он реально... Я говорю, мы думали, что ты придешь? Ага. И вот. Серьезно? Сестра говорит, он в Спанч Бобе придет. И я смотрю твои эти, я говорю, мистер В в костюме нарядился, а Костя в Спанч Бобе. Ну что, надо мне просто прикупить что-нибудь посолидней такое. Чего? Желтый костюм. Желтый костюм посолидней. Такой, знаешь, с полосками такими. И шляпу большую такую, из Какой губки Боба. Прикольный. Как у Маски. Точно. Как у Маски. В фильме «Маска». А, я поняла. Желтая шляпа, желтый костюм. Все. И зеленую морду тебе будем мазать. Кстати, мне очень приятны все комментарии, которые вы мне пишете, потому что это прям вообще, я сегодня читаю и радуюсь. Очень приятно, Не, правда. Машечка чудесная. Маша, правда, прям скрашивает нашу компанию на любых мероприятиях. Спасибо вам за хорошие комментарии. Сейчас, смотри, у меня сейчас много всяких говноедов появилось. После того, Ну, как может, зубы они сделал. тоже меня увидят и... Не, ну Хороший. смотри, мне сейчас все пишут, что я как мартышка зубами там и так далее, жирный, короче, там что только не пишут. Это неправда. Надо же посмотреть вам. Нет, там очень много, конечно, хороших, прекрасных людей, которые пишут. Спасибо вам большое, да, за комментарии. Всегда читаем с удовольствием. Мне даже интереснее почитать, чем посмотреть видео. Ой, там какая-то женщина с пакетом из Six Price что-то там ковырялась только что. Ты взяла борщ в термосе? Бутербродики. Че, даже курицу с собой не взяла? И яйца не отварила? Фольги. С ними с голода можно померить. Короче, время 19:10. В билетах написано, что начало в 7. Ну, что даже вообще никто Я не тебе чешет. сказал, никто Там не очередь начнет. миллиард, там просто стоишь вообще. Я вообще в шоке от этих очередей. Так всегда здесь было? Я просто первый раз так. Я на елку так стояла сюда, Да. а так в Кремль я на концерт не ходила. Да всегда очередь, всегда, но из-за проверок. Кошмар. Тут досмотры всегда были. Ну хотя бы Просто летом куртку тогда лучше. снимать, Да. куртку и сумку. Куртку снимать это вообще, потом куртку одевать. Обычно не понимаешь? трогай, хотя тут ты просто ты снимаешь все, раздеваешься до головы и проходишь. Прям до гола раздевалась? Ну я подумала, так надо. Листочком прикрывалась, банановым и пошла. А легче знать, что меня может все видно, все. Все видно.
Ой, да. Ладно. В общем, ждем, когда Дмитрий Юрьевич выйдет на сцену. Но он, мне кажется, еще даже вообще не это. Может, Он он все здесь еще, как первый кружок, все еще гуляет. Он здесь, нет, он с 2 часов дня здесь. Он снимал в телеграм-кружочке, он не на сцене как раз настраивался. Ну, он Даже пришел. как сцена выглядит. Проверки пока провел и так далее. Ой. Так, мне надо поставить телефончик на заряд. Пошел 10-й час Да, в канал сниму. нашего сидения здесь. Короче, только что тетушка, которая, помните, он говорил, фикс-прайс с пакетом, она где-то там сзади сидит, не знаю. Она только что, видно, приняла, что Костя здесь работает. С чего ты взял? Но он здесь стоял, короче, и она к нему пришла. Мы правильно сидим? Она без билетами. А я сейчас подумал, что а-ля наезжают, что мы на их местах. Меня все спрашивают, волнуешься ли ты вот перед таким важным концертом? Волноваться уже поздно. Я радуюсь. Я радуюсь, потому что у меня есть сегодня такая возможность уникальная. И я волновался только по одному поводу, чтобы, не дай бог, не заболеть, не простудиться, потому что, сами понимаете, это очень тоже важный момент. И что я хочу сказать? У меня никогда в день рождения не было такой погоды. То есть, да, то есть всегда снег, всегда мороз, но, как говорится, это хорошо, потому что, во-первых, тепло, и, по крайней мере, в той очереди, в которой вы стояли, я надеюсь, вы не замерзли. Да? Ну, слава Богу, я переживал. Вот. Ну что, я поскольку хочу сегодня порадоваться как следует, надеюсь, что я порадую вас тоже. Этот зал очень непростой с точки зрения энергетики, поэтому у меня к вам огромная просьба вот тоже отдать нас, зарядить нас энергией по полной, потому что мы ее получим и вернем ее вам сторицы обязательно. О-о-о-о, ну-ка! Тебя я не виную, не
бегом, бегом пока. Давай быстрее. С Клёском, ну ты с блогером-то известный. Ага. Стой, давай на эту, тебе на заставку. Начинается. Думаю о твоем контенте. Давай. Стой. А что у тебя такой высок? Серьезное. Почему? Ну, на серьезное мероприятие. О, ой. Тут, короче, очередь. Все уже расходятся, никаких, собственно, бисов тут не было и не было запланировано даже в целом. Ну, потому что тут уже очень многим по возрасту полагается быстрее сейчас домой. А то лекарство пропустить. Ой. Ой, классно, ребятки. Я прям такой воодушевленный, как будто на концерте Ева побывал. Ага. Мы прощались уже с Машей, с Машиной мамой. Стояли немного, это, пока в гардероб ждали. Мы, кстати, поднимаемся уже, все, выходим от Седова. Не, концерт хороший, правда хороший. Добрый, хороший. Как обычно, в конце была последняя песня «До завтра». До завтра. Знаете, так немножко это боязно звучит. Ой. Ой, теперь еще выйти. Дулами автомата выводить будешь? Конечно, а ты как хотел. Я думал, можно ночью погулять. Думаешь? Ой, как много народа. Ой, ну так, слушай, ты покурить хотел. Да. Давай покурим. О, Ура. куранты. Ула! О, Владимир Владимирович, видел? Чё? Я вам показал, что я маленького в гардеробе видел, Владимир Владимирович. Че, правда, что ли? Ну, просто похожий был. Парень с такой же прической. Тоже в костюмчике. Парень. Ну, ему лет 25. Маликов в отцы годится. По возрасту. Ой, не, классно, классно. А знаете, расскажу вам историю, как я вообще попал когда-то на концерт Дмитрия Маликова. Я познакомился с его творчеством где-то в 17-16 году. Были ежегодные фестивали, в Москве проходили, назывался «Круг света». Там были красивые инсталляции на всяких достопримечательностях. И я, как помню, это был вечер, мы были в Царицыно, и Дмитрий Маликов выступал там на сцене. Там, то есть, час, допустим, полтора идет это представление, и он выходит там минут 15-20 выступает. Там, получается, был белый рояль, он в белом костюме, и он играл именно инструментальные композиции, то есть это были пьесы его известные, инструментальные. И вот он когда сел за рояль и начал играть, у меня прям все просто, вот все. Я вот прям влюбился в его творчество, именно как в творчество пианиста, композитора и музыканта. И только уже в последнюю очередь как эстрадного исполнителя, ну, потому что как бы его песни-то все знают, мне кажется, наизусть. Я вот с детства знаю все песни. А вот именно как инструментальный музыкант он для меня открылся вот тогда, в тех годах, и я стал ходить на его концерты, чаще всего, конечно, на инструментальные. Это, мне кажется, второй такой большой концерт его юбилейный. До этого в Крокусе я был. Вот. А мистер ВВ вам сейчас расскажет, как он познакомился с творчеством Дмитрия Маликова. Все сказал? Да. А я у него первый раз на концерте вот на таком, а так ходил вот тоже на инструментальном, мы с Костей ходили. Да. Все, я встаю, наслаждаюсь воздухом. Поснимай Кремль давай. В общем, очень рекомендую вам сходить на концерт Ельцин. На концерт Дмитрия Маликова. Но для меня он в первую очередь реально как вот супер талантливейший пианист, композитор, музыкант. Вот, но фан-база у него, конечно, крутая. Я когда первый раз пришел на его концерт в Крокус и видел средний возраст аудитории, я только думаю, боже, я, по-моему, не туда попал, не туда пришел. А потом он вышел в белом плаще. Я что-то не знал, что это такой символ. Он начал петь, там все, там бабульки просто вот так вот кричали. А я сижу, и вот он поет одну песню, вторую, третью, там все вот прям верещат. Круто, им прям круто они отрываются, а я вот не знаю слов. Я такой сижу, думаю, наверное, я зря пришел, наверное, все-таки не мой концерт. Но потом началось второе отделение, выкатили рояль на сцену Крокуса, и он сел, и когда он начал играть пьесу, все, у меня душа просто улетела. Я понял, нет, Костя, все-таки ты на своем месте. И вот так вот через инструментальные его пьесы я познакомился с его именно эстрадным творчеством. И теперь я наряду с бабульками подпеваю под брачный кортеж. Слушай, ты бабулька. Сам далеко от бабульки. А свет кто погасил? А еще самое интересное, это все, типа, сваливайте отсюда. Это самое интересное, дорогие друзья, вот именно я его собирал после первого концерта, когда он был на первом концерте. Помнишь, это был юбилей как раз 50 лет. Я забирал его, и он сел в чужую машину. Он рассказывал на канале как недавно. Да, посмотрите, когда были в Минске, я эту историю рассказывал. Я никогда этого не забуду. Это прям испанский стыд, ребята. Вот, ну, в общем, чудеснейший концерт, чудеснейшее место, площадка. Спасибо, Государственный Кремлевский дворец. Надеюсь, мы придем к вам еще. Ну, не знаю, может быть, когда-нибудь
Ева здесь выступит, или Мураками. Прикинь, Мураками, Государственный Кремлевский дворец. И отсюда. Я там случайно бычок, короче, не потушил, не знаю, что, короче, все, мы уходим с Кремля. Он просто упал туда, и все, не знаю, там что-то бумага какая-то. Сейчас загорится. Ну, там вот кто курит, вот пускай они будут виноваты, что там помойка загорелась. Я тут ни при чем. Отсюда так красиво Новый Арбат виден, но за людьми плохо. Смотрите, сколько людей. Сколько людей сейчас много идет. Единственное... Людей не так много. Вот очередь, когда там вся стояла, это было много. Да, конечно, вообще тут все свободно. Говорит, не так много людей. Все свободно. Кружочки снимает, кружочки. Это на самом деле тоже в Телеграме там столько всего снимал. Ну, короче, я не знаю, надеюсь, от меня там никто не отписался. В общем, если вы еще не подписаны, подписывайтесь вновь, больше так не буду выкладывать. Идем в метро, идем в метро, идем в метро, в метро, в метро. Ой, это в канале 40 кружочков наснимал. Представляете, мне тут пишут. 40 кружочков. Говорит, за 2 часа мы тут переслушали всего Маликова. За сегодня больше, чем за всю жизнь, говорит, я его слышала. А Марьям написала, говорит, я, говорит, его первый раз сегодня в жизни, в принципе, слышала. Ну, видишь как? Просвещаем. Подожди, ты пойдем. Варенишь. Пойдем уже. Мы уже в другой стране вышли, вареничная. Мы думали, если только идти на Новый Арбат. На Новом Арбате не знаю, до каких она работает. Да все до 12. Короче, все, без вареничной. Я им просто предлагал вареничную сходить сегодня после этого. Ой, давайте здесь попробуем спуститься. Самое главное, нет, не навернуться здесь. Ой, узенько-то кака. Концерт был классный. Мы просто идем, да я вижу, что каждый второй с клюшкой. Что-то мне это Костя говорит, аккуратно. Ну, там реально, каждый второй с клюшкой шел. И идем, и Костя говорит, подожди, я ничего не сказал про концерт. Я вот включил камеру. Короче, концерт был классный. Прям вообще. И Королёва еще песни поет. Доброе утро. Тоже в Кремлевском дворце. Так вот, я же сбился, увидел Королёву там в этом венке. Не венок, ты дурак, На голове, ну, в смысле, венок из цветов. что ли? Венке. Концерт был супер крутой. Площадка мне на самом деле очень понравилась. Прям такой вайб. Да, крутой. только сначала столько было негатива, столько было Очень. негатива. Даже, кстати, Дмитрий со сцены сказал, потому что где за вас так переживал, надеюсь, вы не замерз. Это какой-то плюс в том, что сейчас на Москве тепло и нет снега. Вот. Что вы типа не замерзли в этих О, люди в очередях. черном даже. Было круто, очень понравилось, хотим еще. Вот, я хочу, чтобы Ева выступила в Кремлевском дворце. А что, мы на Александровский сад идем? Да куда-нибудь. Конечно. Подожди. Дом Пашкова. Ну, значит, получается, через Александровский сад надо идти, что ли? Короче, идем. Все, концерт всем понравился. Все были очень-очень счастливы. Я в гардеробе, кстати, я все переживал, не стиплили мою социалку. Так. Пока эту карту, блин, приложишь, тут офигеешь. Подожди, мы что, правда на Александровский сад идем? Ну, нам дальше А здесь типа дальше проход туда? переход, проход. Как мне переписывать? Какие? Сторона родная, это завтра, и одна ты такая. Лучик золотой, 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 золотой. Золотой. Слушай, мне так понравился Абрамов, оказывается. Я ему давно говорю, надо сходить с тобой на Ивана Абрамова. А я не фанат. Он там, ребят, вы, наверное, не поняли, он там, короче, выходил, они же в одном шоу участвовали сейчас, и он его пригласил, ну, такого, как гостя, просто немножко так скрасить, скажем, концерт. Я чуть не уписался от смеха. Да, а я ему давно, уже несколько лет, я уже ходил на Абрамова, я его звал, он не хочет идти. Не хочу. А Костю, короче, вообще куда-то, знаете, загнать вообще очень трудно. Что-то новое для меня открыть действительно тяжело. А если мне что-то понравилось, все, тяжело потом оттуда вытащить. Да. Он же, понимаете, вот если он сходил один раз на Мураками, он будет ходить теперь до посинения на Мураками. А остальное у него никто не существует. Почему не существует? Ну потому. А ты много ходишь, вот если бы я не таскал бы по концерту, где ты ходил? А когда? У меня нет больше времени на что-то ходить. Кроме всяких вот этих вот Мураками, обними кита, кого там еще? Все, одни и те же. И 700 концертов Евы в году. Конечно, если бы Ева было 700 концертов, я бы стал самым счастливым Костиком на свете. Ага, если было 700 концертов, Кость, мы уже давно бы обанкротились. Правда. Станция метро Арбатская. Красивая станция. Очень красивая.
Это Костя кружочки свои рассматривает. Радостный. Ладно, дорогие мои, короче, буду я, собственно, добираться до дома. Вам хочу сказать огромное спасибо, что досмотрели этот видео до конца. Спасибо огромное, то, что вы у меня есть, то, что ставите лайки, пишите комментарии. На сегодня это все. Встретимся с вами уже завтра. Так что давайте, конечно, до завтра! До завтра! До завтра, дорогие мои! Пока-пока, обнимаю вас, пока!